Девочки, привет! Сегодня у нас будет тема, посвященная нам любимым все-таки, да, потому что хватит смотреть на мужчин, особенно если у нас отношения не очень хорошие, может, они затянулись, да, напоминает эмоциональные качели, там, абьюз, прочее, прочее, потому что мужчина из семьи не уходит, кормит вас завтраками. Так вот, давайте мы посмотрим прогноз, чуть-чуть загляну вам в будущее, но мы прекрасно понимаем, да, что это прогноз. Это одна из возможных вероятностей развития событий, потому что у нас постоянно вселенные, да, обновляются вариантов, то есть у нас всегда большое количество вариантов, я только несколько просмотрю. Вот. А посмотрю на вас, да, что будет, если вы уйдете из этих отношений, расстанетесь. Да, давайте смотреть все-таки отношения, которые там токсичные, не приносят вам удовольствия, да. Вот, может быть, вы не совсем счастливой женщиной, а себя чувствуете не совсем ценной. Вот мы посмотрим, что с вами будет, что будет в вашей жизни, если вы со своим субъектом все-таки расстанетесь. Посмотрю на двух колодах, поработаю на двух абсолютно разных оракулах одной системы, но разные по энергетике. Колоды достаточно мощные, поэтому я надеюсь на какие-то инсайты для вас. Делаю 3 варианта. Первый зеленый, второй, соответственно, оранжевый, третий полосатый. Закрепленный комментарий под этим видео даст понимание, где же спрятался тайм-код. Единички, я вас приветствую. Тему расклада напоминать не буду. Прошу вас сосредоточиться на себе, желательно не думать о партнере, да? Не придумывать сейчас в голове, потому что я могу просто считать эту информацию, да? Не придумайте, пожалуйста, что вот вы хотите этого человека в будущее потащить, он хочет измениться, что-то такое. Давайте вот только про вас. Только про вас, и посмотрим, что там в ближайшее время, да, с вами будет происходить. Все, смотрите, вот точка у нас начинается с того, новая точка отсчета начинается с того, что вот все, вы там друг друга заблокировали, может быть, не звоните, не общаетесь, расставили все точки над «и», мужчина, значит, не принимает никаких решений, вот, вы принимаете решение, или он как-то морозится. Вот что будет дальше после этого. Ну, что будет дальше после этого? Поплачете, конечно, безусловно, да, но рано или поздно все равно у нас слезы закончатся, нам прям это показывает, да, что придет совсем другой период. И это будет определенный, знаете, такой период доступности эмоций для вас, да, доступности эмоций, доступности радости жизни, потому что здесь вот как бы эта история говорит о том, что долгое время вы закрывались от себя самой, да, то есть эти отношения, видимо, вам не приносили никакого развития, удовольствия, да, и давно вы перестали чувствовать себя как ценная женщина. А тут, смотрите, открываются совсем новые горизонты. И вот эти вот новые горизонты, они начинаются с познания себя, да? Определенная такая работа над ошибками, которая поймет, которая заставит вас все-таки, здесь больше заставит, не мягко, да, выведет, а именно заставит понять вообще, что же вы делали не так, да, в чем заключались ошибки в отношениях. Вы здесь начнете себя ценить по вот этой позиции, потому что в прямой позиции это достаточно неплохо, ну и как бы пока-то у нас здесь мужчин нет в раскладах, да, и мы здесь не можем сказать, что Луна это именно влияющая на мужчину женщина, это женщина на данный момент, которая сосредоточена на себе, женщина, которая понимает, что она себе подарок, и самое главное, что она понимает, что от нее зависит очень многое. От нее действительно очень многое зависит, потому что по вот этой позиции нам говорят о перестройке, да, о том, что жизнь начинает восприниматься совсем в других красках. Но для того, чтобы жизнь стала восприниматься в ярких красках, необходимо, конечно, на время уйти из публичного пространства, да, как-то немножко закрыться в себе, переосмыслить всю ситуацию, которая происходила между вами. Вот. Потому что вы обновите свое представление об отношениях. Может быть, уже обновляете, но показываю, да, что я больше не хочу, чтобы меня использовали в своих целях именно как ресурс, как ресурсную женщину. Да? И для этого мне нужно подумать вообще, что же со мной не так происходит, да? Что же с моей душой не так происходит. Здесь вот, знаете, такой вот момент, что
возврата именно к сути, к своей природе. Пока у нас с вами такие, знаете, достаточно понятные мне с точки зрения трансформации идут такие некие философские процессы переосмысления. Да? Понятно, что если вы с мужчиной расстаетесь, необходимо какое-то время посидеть в одиночестве, да? Провести работу над ошибками, там, как-то придумать новые стратегии, понять свои сильные и слабые стороны, потому что здесь же еще такой момент, что сердце-то болит в любом случае. Да? То есть отпускать вы будете достаточно сложно. Вполне возможно, что вам будет хотеться, да, вернуть эту всю историю, да, вы будете уговаривать себя, говорить себе о том, что, может быть, наши отношения сейчас проходят проверку на прочность. Да, может быть, я не встречу мужчин лучше, да, но и размениваться-то я не хочу. И вот эти, знаете, внутренние демоны, конечно, будут очень сильно вас искушать. Но вам говорят о том, что на самом деле у вас начнется все-таки, ну, с одной стороны, путь к себе, а с другой стороны, желание каких-то новых отношений, потому что здесь все-таки идут у нас позиции обновления, да, позиции обновления, при этом вы перестанете слушать чужие советы. Перестаньте слушать советы, потому что, скорее всего, это советы идут из рода, да. То есть, смотрите, здесь вот еще такой момент, что, может быть, вам казалось, что этот мужчина вам по судьбе, да, и вам там, может быть, шептали даже об этом, да, ваши там родовые хранители, может быть, действительно вы как-то слушали чьи-то советы, но это не привело к вашему счастливому будущему, понимаете? Вот эта вся история, которая произошла, она вас абсолютно обесточила, да, лишила ресурсов определенных. Поэтому вы здесь захотите следовать своим путем, да, своей дорогой. Тут вот самое главное, что вы как будто какую-то вот очень важную женщину в вашей жизни, может быть, мать, может быть, бабушка, да, вот вы ее прям слушать не хотите, вы как будто у вас есть вот судьба, знаете, вот какая-то родовая история, а вы хотите выйти из этого сценария, вот вы прям бежите, понимаете, на свободу. Вот, потому что вам очень сильно хочется жить не так, как женщины в вашем роду живут, да. Может, они слабых мужчин предпочитают, или, ну, знаете, таких вот тупых, которые вот могут только там, извините, играть роль, ну, просто вот для рождения детей, да, как бы поговорить там нечего. Потому что вот, ну, ощущение, что вы прям хотите вырваться из этой истории. И у вас, в принципе, здесь зеленый свет на то, чтобы вырваться из зависимого сценария. Ну, хорошо, но достаточно тяжело, это я понимаю. Почему? Потому что это душевные муки, это вот, знаете, как разрывание связей старых, может быть, ваших. Знаете, в последнее время, опять же, меняются энергии. Если изначально были жесткие, трансформационные, там мужчин колбасило, да, потом мы понимали, что энергии поменялись на более мягкие, да. А сейчас смотрите, какая история. Сейчас идет история энергии, когда мы соединяемся со своим родом, да, со своим родовым древом. И здесь вот мне как бы показывает, что не очень-то вас, собственно, ценят и любят в вашем роду. Вот ощущение такое, что все ништяки, все ресурсы достаются абсолютно другим людям. И вы, конечно, против вообще всей этой истории, и вполне возможно, что даже есть какие-то претензии, да, к, там, я не знаю, к хранителям, может быть, к тем, кто старше в роду, да, кто распределяет ресурсы, вот, по поводу вашего места, да, в родовой системе. Вот у вас, знаете, такой есть внутренний бунт, что я не хочу жить так, как хотят или как меня заставляет жить, да, прям запихивает в какие-то рамки. А в этих рамках какая-то, знаете, сплошная задница. Она и с деньгами-то задница, да, потому что сколько бы вы ни зарабатывали, они как будто сквозь пальцы уходят. И у вас нет возможности зацепиться где-то, да, может быть, построить дом, может быть, еще что-то. Вот вы заложник системы определенной. И вот этот мужчина, который был, понимаете, у вас, он нужен был, по сути, чтобы держать вас в определенных рамках.
Этот мужчина был выбран родом для того, чтобы вы выполняли определенную программу. А то, что вы страдаете, то, что вы как-то, знаете, несчастливы, это вообще дело десятое. Самое главное, чтобы вы выполняли определенную программу, определенный сценарий. Вот. И вот этот период зависимости у вас, понимаете, заканчивается. Вот она, карта освобождения идет. От слез, от нервов, от своих, от родственничков. Что вы как вот, по первому варианту, вы как гадкий утенок, что ли? И вот когда вы поймете, что вы освободились от этих всех сценариев, тут придет новый мужчина, безусловно. Тут придет новый мужчина, это вот 100%. При этом придет мужчина, который идет как дар, понимаете, как подарок. То есть если вы всю жизнь были слабой женщиной, да, как-то, я не знаю, вам приходилось самостоятельно себя защищать, да, добывать ресурсы, как-то самосовершенствоваться, может быть, очень много изучать для того, чтобы просто найти свое место под солнцем. Здесь происходит такая история, что вот после освобождения от вот этих всех дурацких сценариев вам, ну, не то, что я даже не могу сказать, что дают мужчину, вы сами его выбираете для себя, выбираете совсем другой формат. Это будет, я не могу сказать, что это будет эмоциональный мужчина, вы нормально эмоционируете здесь, но это будет человек действий, безусловно. Это будет человек действий, который действительно будет вас как-то защищать. Может, от неприятностей, может быть, от родственников, что-то еще, да. И с этим мужчиной вы не захотите быть свободны. То есть вы хотите больше встать, понимаете, под его защиту. Сказать, что это будет какой-то там принц на белом Мерседесе, нет, я здесь этого пока не вижу. Видите, карта урожая переворачивается. Тут же еще такая история, что вы же пошли против своей системы, понимаете? Поэтому вполне возможно, что как-то вам надо будет либо вливаться в его систему, да, родовую, да, для того, чтобы взять ресурсы из его тоже рода, да, понимаете, о чем я говорю? Это больше, конечно, философский такой момент. И мне объясняют вообще, да, что будет, если вы выйдете из этих отношений. Конечно, вас не будут выпускать, понимаете, из ваших старых отношений. Чтобы вы просто были в системе, чтобы вы как бы были под контролем, да. Но если вы вырветесь, здесь, конечно, начинается совсем другая жизнь. Этот мужчина будет отличаться от тех мужчин, которые выбирают женщину в вашем роду. Действительно сильный мужчина, да, на него можно опираться. Это новый мужчина, это не, ну, как-то, это не возврат старого там прошлого и так далее, да, это совсем новая история, абсолютно новая история. Но здесь, вы знаете, такой момент, что вы уже думать как-то не будете, да, то есть у вас сомнений, понимаете, не будет, что это ваш человек. Не будет сомнений, то есть вы поймете, да, что вам этот человек нужен. И вот несмотря на его какую-то холодность, да, между вами тут в любом случае будет какая-то определенная химия, да. И вполне возможно, что из-за его холодности, да, считать его чувства крайне сложно будет для вас, да. А поскольку у вас есть вот этот зависимый сценарий, то есть вот этот мужчина придет как проверка. Если у вас зависимый сценарий, что вас либо не выбирают, да, но не зря же мы так качаемся такое долгое время в непонятных отношениях, да, то они тайные, то тут мужчины пропадают, то предают, то еще что-то. Вот он сейчас как бы ваш сценарий, да, крутиться в этом неком колесе, которое говорит о том, что все-таки я не могу сказать, что вы счастливая, да, в личной жизни. Что-то да происходит. Может быть, зло какое-то на вас, да. Вот вам кажется, что, может быть, у меня карма такая. Нет, тут вообще как бы не в карме дело. Тут просто вот нужно как-то освободиться, понимаете, от этих сценариев, выйти из этой системы. Потому что здесь, понимаете, такой момент, что вот вам кажется, что вас не выбирают, да. В жены, может быть, не выбирают. Или мужчина уходит спустя там какое-то количество лет брака, да. Но это вот какой-то цикличный сценарий. Вот вам кажется, что по карме, да, вам не суждено быть императрицей. Это еще, кстати, может говорить о детках, потому что, согласно системе,
женщина, которая является полноценной императрицей, она еще и мамочка. А я тут вот как-то не вижу этих моментов. Здесь, ну, действительно, может быть, и то, что мужчина не попадается, да, тот, от которого хочется иметь детей. Тут еще смотрите, какой момент, девчоночки, подсознательно, вот у вас же такой этот внутренний бунт идет против рода, да, и вот ощущение, что вы не хотите этому роду как бы давать продолжение, да, вот какой-то бунт у вас внутренний, вот какая-то, ну, нет связи, понимаете? Вот, и поэтому вполне возможно, что у вас сейчас, ну, такой период, как вот называется, знаете, как child-free, да, нет готовности, или вы не выбрали пока еще мужчину для продолжения рода. Нет, ну если у кого есть дети, это не ваша история, но я просто здесь вот в основной как бы истории, ну, не вижу, понимаете, деток. Угу. Смотрите еще, сейчас поясню. Тут вот какая история. Вполне возможно, что вы сейчас живете, ну, как, знаете, вот как по тому сценарию, по материнскому, вот как вы должны, да, в этой системе находиться, какую роль выполнять. А вам говорят о том, что нужно взять защиту рода отца, а отец у вас вот, знаете, то ли как вот слабое пространство, то ли как исключенный. Я не могу сказать, что это сильный мужчина. Вот, и вам нужно просто как-то брать из них защиту тогда, да, и здесь уже больше шансов встретить мужчину, который вот именно вот как мы хотим, чтобы он с защитой, знаете, такой определенный статусный, да, и здесь уже мы можем говорить о неком росте души, да, о притяжении. Это будет богатый мужчина, но тут смотрите, в чем проблема. Тут как бы проблема в том, что он, наверное, не совсем щедрый сам по себе. Не совсем щедрый, еще и такой. Сейчас, какая характеристика мужчины? Какой мужчина придет, какая характеристика? Ну, скорее всего, просто просматривается больше как мечевой, да, вот видите, нам показывает карту иллюзии, это один из сигнификаторов, да, мечевой масти. При этом он к вам придет как спасение, понимаете, то есть вы просто как хорошая достаточно позиция, которая вот нивелирует негативные карты. Ну, тут, в принципе, немного-то негативных. Здесь однозначно вам говорят о том, что это будут новые отношения, это будут новые стабильные отношения, достаточно яркие, да, то есть это вот такой как бы формат, когда ночью достаточно хорошо, да, и днем неплохо. То есть это вот, понимаете, мужчина идет как спасение, да, несмотря на то, что у вас все равно будут кармические уроки, но вот эти кармические уроки больше на эгоизм, потому что каждый из вас достаточно сильная личность. Достаточно сильная личность, очень много энергии по нижним чакрам. Здесь, конечно, сумасшедше много. И это вообще не важно, сколько вам лет. Вот. А я имею в виду, что здесь, конечно, будет какой-то искра, буря, безумие. И при этом, знаете, вот этот человек очень близок к вам, да, вот действительно родственная душа. А родственная душа еще, ну, в том, что вы выгрызали свое место под солнцем, и он такой же. Видите, нам показывает карту трудоголика. Карту трудоголика, и в связи с тем, что вы очень много работаете, да, вам пространство дает уже выбор, понимаете, вот это моя любимая карта, которая говорит о неком пространстве вариантов, что вы можете вот сюда и сюда идти, тут развиваться, да, и дальше там можете в совсем другом направлении на 180 градусов разворачиваться. Но у этого человека будет одна очень интересная особенность, тут он либо закодированный бывший алкоголик, либо ему пить нельзя. Очень нежное, трепетное отношение к вам. Здесь вот по лилиям все достаточно интересно, хорошо, да, вот защитником, прям, понимаете, идет. Он как-то, знаете, отличается от тех мужчин, которые были раньше, потому что раньше вас действительно очень сильно обижали.
Очень стабильный мужчина сам по себе. Сейчас я посмотрю, для чего он вам идет. Чтобы открыть денежный канал, чтобы действительно научить вас зарабатывать деньги, может быть, себя или как-то, потому что он изначально идет с лидерскими качествами, то ли начальника, то ли просто, вот может у него натальная карта достаточно сильная, не знаю, может руководящая должность какая-то, он умеет руководить, он очень структурный и свои вот эмоции, вот если он не показывает, тогда ярко выраженные, то они у него выражаются ночью в правильных пропорциях. А вы зачем этому мужчине? Угу. Тут смотрите, вы этому мужчине, чтобы поднять самооценку, потому что на самом деле, несмотря на его прекрасные качества, у него с самооценкой проблемы, да, он очень сильно зависим от чужого мнения, у него очень много недоброжелателей за его спиной, ну, может быть, именно из-за его характера, потому что он характер непростой достаточно. Закрытый человек, но характер непростой. Вот. При этом там есть женщины, но знаете как, вот он настолько верный, то есть если он женщину выбрал, он не будет шарахаться по другим женщинам. Вот это вот очень как бы важный момент, он как защитник идет. И здесь, с одной стороны-то, и вы с ним обретаете вот этот статус княгини, понимаете? И вы его просто как-то вытаскиваете, лечите от вот этой энергетической грязи. То есть, по сути, вы должны образовать тандем, да, который, вы знаете, вот дом как крепость, чтобы вот этой грязи всей, собственно, не было. Тут еще такая, знаете, история, что вы можете его просто не признать изначально, да, и как-то, может быть, даже обесценить, вот именно по инстинктам, потому что, видимо, как-то у вас прошлые отношения достаточно деструктивные сами по себе. Сейчас я еще вот карту доступности посмотрю. Угу, понятно. Тут еще, девчоночки, смотрите, какой момент. Вот карта доступности, с одной стороны, это хорошо, это про эмоции и так далее, но то, что отношения вы можете достаточно быстро начинать, да, когда вы с мужчиной там просыпаетесь, вам кажется, что это любовь, но это не есть хорошо. И вот, видимо, вот эти вот все эти качели непонятные, эмоциональные должны закончиться вот на том, что вы, конечно, свою эту прекрасную коробочку закроете, да, но опять же с помощью этого мужчины, потому что он как будто вас в контроле, понимаете, будет держать. И при этом мужчина, он вам нужен, он вам прям удачу принесет. Рост финансовый, благополучие, статус. Да, ну по карме этот человек вам. Хорошо, какой кармический урок вы будете проходить, какой он с вами, раз уж пошла такая пьянка, да? Какой кармический урок вы будете проходить? Знаете, здесь вам нужно будет выбрать все-таки. Сейчас. Да, смотрите, вам здесь надо будет выбрать, вы куда пойдете с этим человеком. В семью, в детей или, соответственно, в деньги. Видите, карта перекрестка идет. То есть вполне возможно, что ваше, ну, понимаете, это выбор определенный, человек для выбора, да, потому что, в принципе, если мы предпочитаем такой, ну, формат просто сидеть дома и рожать детей, да, то здесь денежный канал закрывается. Видите, перекресток, здесь выбор именно идет. И, понимаете, здесь такое здесь определенное желание усидеть на двух стульях, чтобы, собственно, и дети были, как бы, и денежный канал нормально функционировал. Но вот это, понимаете, кармический урок как раз заключается в том, а что же вы выберете, да? Выберете вы погоню за деньгами, и, соответственно, тогда вы, ну, как бы, станете женщиной, которая не хочет, да, как бы иметь детей. Вот еще, мне кажется, царевны показывают. То есть это, знаете, такая карьеристка, влюбленная в себя, да, но при этом эмоционально незрелая личность, потому что дети действительно могут пугать. Но если, конечно, их нет. Я вот для тех, у кого нет детей, понимаете?
Здесь, да, здесь этот мужчина как раз приходит для того, чтобы сказать вам о том, что ваши проблемы в жизни на самом деле из-за вашей нерешительности, эгоизма, да, вот получается, что сами для себя, понимаете, вот эту метлу, да, и вот этот ящик Пандоры, это вы сами для себя просто, видимо, как-то открыли, именно из-за своих негативных качеств. Мужчина придет на проработку этих негативных качеств. А к чему должна, да, в чем заключается пройденный урок кармический? В стабильности. В стабильности, безусловно, а в исполнении материальных желаний. Но я не могу сказать, что вы с этим мужчиной на всю жизнь, потому что разное может быть. Видите, нам показывают карту развилки. То есть вы, видимо, должны пройти определенный кармический урок вместе, и поэтому там уже дальше будет какой-то определенный выбор дальше. Хорошо, он какой кармический урок с вами проходит? Угу. Он проходит кармический урок на возрождение, да. Тут у него тоже, знаете, есть моменты некой зависимости, и при этом вот зависимость, которую он не открывает, которую он стыдится сам по себе. Угу. И смотрите, у него в какой-то момент произошел вот такой перекос в судьбе, что у него заблокирована удача. То есть у него все просто как-то, видимо, все к чертям, понимаете, полетело. А вы это вернете. Вы это вернете. Так самое интересное, что еще и через близость. Да. А удача у него из жизни, понимаете, пропала именно из-за расставания с какой-то девушкой. Скорее всего, она его еще могла и изменить, судя по всему. Да, достаточно болезненно было уходить от нее, но ушел-то он к вам, понимаете, вот вы у него идете, как этот феникс, с вами он возродиться должен. Что, карту треугольников нам показывает. Ну, тут, скорее всего, знаете, такая история, что когда вы вместе, да, с этим человеком будете либо не свободные, да, какие-то отношения, либо просто вы от прошлого пока не освобождены, и он, да, это будет, конечно, мучить вас какое-то время, желание уйти на свободу, безусловно, да, сбежать, потому что оба сильные партнеры, будет ощущение, что вы давите друг на друга, смотрите, да, вот вы по черной кошке, которая любит свободу, и ради этого мужчины от многого придется отказаться, а у вас же еще зависимый сценарий, да, вы как бы любите внимание мужчин, на самом деле, любите. Вот. Вполне возможно, что сами еще, да, как бы проявляли инициативу. А тут, вы понимаете, вы столкнетесь с силой, но при этом с мягкой силой. У вас будет очень много ревности, вы знаете, такой злости, потому что каждый будет перетягивать одеяло на себя, безусловно. Но это надо, понимаете, это надо, чтобы как бы и вашего дьявола приструнить, понимаете, вот, как бы и ему. Это необходимо для того, чтобы он обрел уверенность в себе, да, потому что изначально ему ее не хватает. Но тут, понимаете, все кармические проработки, достаточно мощные, трансформирующие. Это вот у рода такая история. Да и вы, в принципе, нужны для их рода, да, для чего-то. Вы смотрите работы рода как вообще, то есть, нужны вы, понимаете, друг другу. Вы вообще ему для какого-то, знаете, сумасшедшего счастья. А что будет, когда проработан кармический урок? Ну, тут вот, видимо, не зря вот эта развилка все-таки нам показывает, потому что что будет, когда проработан кармический урок? Видимо, когда вы там материальных благ там достигаете что-то еще, да, у вас вполне возможно, что могут возникнуть некие ощущения, что вот вы вот, царевна лягушка у нас, да, такая крутая эгоцентричная женщина, что вас используют именно в каких-то своих целях, да, и вас эта история может, конечно же, разочаровать, потому что это будет, с одной стороны, стабильность, там, и деньги, там, и так далее, но это будет определенная стагнация, да, то есть вы как-то развиваться вот перестанете в этой истории всей.
Потому что вы поймете, что нет чувств больше к этому человеку, ярких, по крайней мере, а вам они нужны, вам по природе, понимаете, надо свои. В принципе, вот здесь вот уже кармический урок завершается, а что будет после развилки? Сейчас я еще посмотрю. Ну, после развилки вы уйдете вот опять же в какое-то вот тотальное одиночество. Может, это развод будет, да, что-то еще. Вот, ну, будут новые встречи. Вполне возможно, что там опять что-то новое, да. Ну, вот встреча новая. Мгм. Сомнения определенные. Ага, в самобичевании сидим. Дальше что? Ну, как-то обычные жизненные какие-то процессы. Все равно, понимаете, будут трансформации все эти происходить с вами. Да, ну опять вы как-то. Знаете, вот ваша жизнь она напоминает постоянную борьбу. И вот эта борьба как раз связана с тем, что ощущение, да, что вы пытаетесь сбежать из вот этой родовой системы своей, а вами вот это играют, да, управляют. Вот вы просто вот боретесь за свое место под солнцем. И вот тогда начнется трансформация, достаточно мощная сама по себе. И здесь, понимаете, вам нужно как бы выйти в то состояние, когда выбирают вас, а не соперницу. А видите, вот это вот у вас какая-то больная тема, что вас не выбирают. Больная тема, что вас не выбирают, но это еще, кстати, связано, может быть, еще с различными магическими действиями. Да, точно, что-то связано с магическими действиями. Ну, понятно, потому что у вас, видимо, идут трансформационные процессы сами по себе. Тут вот, да, смотрите, начнет открываться что-то у нас, распаковка произойдет. Вот такую вот историю жизни я вам рассказала, что будет после деструктивных отношений, да, когда вы выходите, может быть, вы уже вышли, будете просматривать какой-то вот прошлый период свой. У всех по-разному, да, потому что у некоторых идет сразу сигнификация, да, истории. То есть я вам даже сейчас рассказала, что у вас, ну, почему так происходит, да, в чем заключается родовая ваша история, да, что вы действительно не хотите жить, как в системе у вас живут. Вы как будто вот делаете выбор, понимаете? У вас реально есть выбор, в какую сторону идти. Вот. Либо эзотерические направления развивать они у вас есть. Но вам так не дадут-то их, да? Тут, скорее всего, это то, что вам, как бы, знаете, информацию, которую не давали долгое время распаковать в роду, потому что это опасная информация все-таки. Это опасная информация. Ну, это такое, знаете, какие-то прям качели, я бы хотела сказать. Определенные, кармические. Кому-то, правда, его историю расскажу сейчас, единички. Такой у нас интересный был первый вариант для вас. На вопрос, что будет, да, после расставания, как моя жизнь будет складываться. Если у вас сейчас денежки нет, но это точно ваше будущее, потому что, по сути, кармический урок заключается в том, чтобы распаковать вам денежный канал, дать вам ценность, да, такую, знаете, мощную достаточно ценность. Если ее нету, ну, не зря, да, в зависимых отношениях находитесь. Напишите в комментариях, как история проигрывается у вас. Двоечки, я вас приветствую. Напоминаю, что тема сегодняшнего просмотра, да, что будет после расставания. Сейчас я перетасую колоду еще раз, что-то смешалось со всех сторон. Да, блин, что такое? Хочу поработать для вас на двух колодах, на двух темных оракулах. Ну, знаете, вы темные, они темными, конечно, но мне кажется, это просто сами изображения, да, достаточно пугающие. А там уже все зависит от энергетики мастера. Вот сколько я не работала с разными колодами. Просто, ну, не знаю, темные я больше люблю, потому что там идет погружение, да, в подсознание. Не всегда это удается на простых колодах, на классике.
Двоечка. Что у вас будет после расставания? Уйдете в материальное, да, показывает. Уйдете в материальное, уйдете в работу, возможно, да, никаких тут встреч, никаких новостей, соответственно, да, будете тоже достаточно тяжело выходить из этой ситуации. То есть, видимо, здесь мужчина, когда пришел, когда и вовремя, вы будете эту историю пресекать. То есть вы уже не сомневаетесь в том, что, видимо, уже ничего тут не сделать и не построить, никакое прекрасное будущее с этим человеком. Угу. Никаких бумерангов мы уже не хотим, да? Размениваться не хочу никак. Здесь уже идет готовность к серьезным отношениям, да, может быть, даже к венчанию, да, ну, мы сейчас посмотрим. Угу. Вот ощущение, знаете, что вот у вас больно, но медленно спадают розовые очки. Какие-то морочки, розовые очки, понимаете? Любви, стабильности, да? Честных отношений хотим. Я сейчас докину, расскажу вам. Тут. Угу. Тут, знаете, скорее всего, какая тенденция, что мужчина долгое время не выбирал вас или не принимал решения, да, в вашу пользу. То есть вы здесь как марионетка, но вы больше считали, что он марионетка, потому что он же решения как-то не принимает, да, при этом хочет позиционировать себя по вот этому воину, но это, знаете, мужчина, который сам больше разрушает эти отношения, вполне возможно, что именно из-за своего бездействия. Хорошо, вот вы уходите в материальное, и что там дальше? Вполне возможно, что вы встретите, да, новые отношения, это будет либо переезд, либо это действительно может быть формат новых отношений, да, вы их как-то можете встретить, вот здесь вот нам показываем, да. Ждете, да, определенное ожидание есть у вас. Может быть, вам надо уехать, да, надо сменить обстановку. Да, и перестать контролировать, самое главное, перестать контролировать все эти процессы, которые происходят, да, чтобы научиться доверию определенному. Вот этого товарища закрывать его этими встречами, потому что, безусловно, либо вы за ним будете наблюдать, либо он будет наблюдать, да, потому что здесь сложно достаточно отпускать будет, да, людям друг друга. Как будто на расстоянии, но наблюдаете. Но он уже больше здесь не будет хозяином положения, безусловно. То есть вы здесь найдете в себе силы либо уйти, либо увидеть ситуацию по-другому, да, то есть вы найдете решение. Найдете решение, вполне возможно, даже через какую-то религиозную основу, потому что нам говорят, что у вас очень сильный ангел-хранитель, да. Вы боитесь, что вернется старое, да? Те же, говорит, грабли только в профиль. Смотрите, вот карта дерева в прямой позиции, карта дом переворачивается. Что здесь у нас? Смотрите, как дом прямой, дом перевернутый. Тут необходимо, да, видимо, уйти. Дороги расходятся. Действительно, дороги расходятся. Наблюдаете, не наблюдаете, но дороги расходятся. С чем связаны расходы? Вполне возможно, что вы пойдете в какое-то обучение. И знаете, почему падает карта соперника? Потому что... Не, ну, с одной стороны, конечно, это треугольник. Не знаю, покажет нам сейчас его или нет. А с другой стороны, здесь это может быть новый мужчина. А почему соперник? Потому что вы еще старого-то не отпустили. Нормальный, кстати, такой дядька. Смотрите, ресурсный вполне.
Щедрый. Но тут да, тут еще такой момент, что вполне возможно, что если у кого-то треугольник, ну, здесь муж, может, возвращение в семью, да, определенное. То есть вот, ну, если мы смотрим на тайную женщину, да, и вот она прерывает отношения с этим человеком, да, она его продолжает любить и наблюдать, может, это аналогично происходит, но она в семью возвращается. И здесь как раз говорят о том, что, ну, будет все неплохо, если вы вернетесь-то в семью. Потому что у многих действительно будет проигрываться, что мы сейчас говорим об общении в интернете. Либо просто люди там запутались, там сами по себе сейчас еще дополню здесь. О чем вот эта позиция нам говорит? Мгм. Тут, кстати, по второй позиции вполне возможно, что если были какие-то влияния, да, магические, да, вполне возможно, что тут кто-то что-то кого-то чистил. Вот мне это как-то немножко намекает на эту историю, показывает сильного ангела-хранителя, еще и мастера перевернутого. Вроде как никто ничего не делал. Ну, всякое может быть. Я сейчас не утрирую, да, не говорю, ну, что вот 100% там магия, но карты мне показывают магию. Вот. Я не буду смотреть, как оно было сделано, ладно, потому что ну, это совсем другая история. Я не готова это делать в личных, в общих раскладах. Но вполне возможно, да, что здесь мог кто-то быть либо против отношений, либо на нижние чакры, да, привязку делать. Здесь мужчина не свободен. И показывают, что достаточно сильный ангел-хранитель, да, как-то оберегает вас, поэтому вполне возможно, что тут мы говорим о том, что если это про соперника все-таки, да, про его соперника, то тут нужно как-то в семью возвращаться. Мгм. У кого-то проиграется, знаете как, что вы вернете в семью и забеременеете, например. Если это он, нет, это не он возвращается в семью. А вот эта карта, которая говорит про измены, вот в данной позиции. Про мужские измены. Ага. Просто карта беременности. То есть вполне возможно, да, знаете, что это долгое ожидание было. Но беременности вполне возможно, что не вашей, да. Может быть, это действительно, ну, смотрите, соперница у нас. Соперница. И вот это вот, знаете, вся эта история как раз про то, что, а что там дальше-то делать, да? Может, она, конечно, нечестными путями там забеременела, еще что-то, но что ты дальше ты сделаешь? Да, тут похоже на вмешательство. Смотрите, как мне показывает. Вот эта вот карта говорит о том, что подзамочный, да, какой-то ритуал, ну, то есть, что нам не дадут его просмотреть, может быть, избавление от определенной оморочки, да. И здесь как бы мне показывает еще и карту молитвы, да, которая действительно может говорить о чистках или о желании, да, очищения. Мгм. И здесь, да, здесь, конечно же, отношения будут ваши испытываться на прочность, потому что все равно есть формат ревности. Ну уж если у нас соперница, то, конечно, будет у нас формат ревности. Достаточно длительное время вся эта история будет продолжаться, но она, видимо, вам нужна. Это кармическая история. Ну, то есть вот это вот все, что вот это вот энергетическое вот это болото происходит между вами, да, какие-то качели, может быть, там беременные соперницы, плюс еще и магия и всякое такое, это говорит о том, что это кармическая история, безусловно, да.
еще, понимаете, вам кто-то еще тайно завидует, может быть, внешности вашей, может быть, еще. То есть у вас как бы предчувствие определенное было, да, что что-то тут не то, что-то тут не так, что-то, говорит, с нашей любовью не то. И, может быть, поэтому вы потом узнали, что она о наличии соперницы, да? Или что нас хотят развести здесь. Нас хотят развести. Видите, вот карта еще у нас какой-то аферы, там, крадненько что-то еще переворачивается. Да, тут вопрос денег. Да, тут, скорее всего, еще какой-то определенный финансовый меркантильный интерес. Это вот я вам сейчас рассказываю поверх, да, выкладываю саму ситуацию, вы поймете. Вот, а вот это вот я хочу просмотреть как вот либо позиции мужчины, либо новый мужчина, чтобы после расставания. Угу. Ну, тут на самом деле, скорее всего, желание, да, смотрите, это все равно будет желание, да, встретить этого человека заново, да, то есть, ну, если вы как бы ушли, да, все равно будет хотеться, да, вернуться к нему. Тут есть другой мужчина по судьбе, но я пока, понимаете, вот эту встречу не вижу, потому что на формате иллюзий падает, и вы почему-то старого, знаете, с потенциальным новым сравниваете. Тут вполне возможно, что у вашего вот этого старого, ну на которого, да, все это мы смотрим, от которого уходим, а у него очень сильный меркантильный интерес, да, поэтому у вас прослеживается вот эта обида из-за денег, да, что либо он к вам как бы меркантильный интерес испытывал, либо, соответственно, он от вас ушел, потому что там кто-то круче, кто-то богаче, да, ну вот как-то так. То есть, понимаете, как выкинул вас из своей жизни, да. Да, тут мужчина не принимает решения именно потому, что в его семье решение принимает женщина. Да, и он оставляет вас с разбитым сердцем. Сейчас буду смотреть дальше, чтобы раз нам показали вашу историю. Хорошо, давайте смотреть, что дальше, там что будет после расставания, да, сердце-то разбито само по себе. Еще и завидуют вам, да, поэтому, скорее всего, многое посыпалось в жизни, к сожалению. Вот показывает, понимаете, вам, что необходимо здесь. Очень важен сам по себе финансовый аспект. Сейчас, девочки, сейчас расскажу, что будет после расставания. Что больше, конечно, мне историю показывают. Сейчас. Это у меня просто смешиваются энергии. Раз уж вот эта колода нам говорит больше про настоящие события, а про прошлое. Хорошо. Что будет после расставания? Да, хорошо, я вижу, что это треугольник. Мне говорят, что по сути все, то есть это был определенный кармический урок. Вот, вы его прошли, понимаете, вам здесь дают очень такие значительные позиции. Тут лотос, княгиня. Лотос — одна из самых красивых карт в этой колоде, самых сильных карт, которые говорят о материальном благополучии, да, о том, что, ну, в семье-то, в принципе, как бы все хорошо. Вот вы, знаете, под определенным благословлением находитесь. Тут вот интересная история, что вот это вот у нас идет как определенное благословление. По сути, мужчина у вас должен быть по судьбе. По судьбе.
Знаете, о чем говорят? Еще говорят о том, что здесь как-то вы действительно могли либо социально вырасти, либо ментально, либо как-то так, да. И вот тот вот формат отношений и там, ну, мужчин и так далее, это, вы знаете, вот показывает вот эту низкую энергетику, которая вот суета, да, там какой-то мусор, что это действительно не ваш уровень, да, не ваш там статус, и вот что вы... Ну, вы в эту историю, смотрите, вы не могли не встрять, потому что это кармический урок, его необходимо было пройти. Тут все-таки смотрите, если вы тайная женщина, да, здесь такой момент, что вполне возможно, что если вот эти отношения у вас вот с этим вашим прежним не случились или не случились в той мере, в которой вы хотели, вы сами себе вините, ну как бы либо в том, что вы могли или уже изменяли, да, своему мужу, потому что мы понимаем, что это тайная женщина, вот, либо вы очень сильно огорчаетесь именно по тому поводу, что мужчина у вас уже есть, и поэтому изменить вы не можете. Вы знаете, такая двоякая история. Ну, именно потому, что вы порядочная женщина, высокодуховная. И, в принципе, вам говорят, что вы прошли эту проверку. Прошли. Вот это была определенная проверка, понимаете, от судьбы. Этот треугольник, это вот показывает определенная проверка от судьбы. Да, и вы с этим персонажем должны были расстаться, не переживайте. Это просто, знаете, такой определенный вопрос времени. Вот. Через какое-то время придет ясность, понимаете? Прям вот отрезвление определенное, зачем вам эта ситуация. И вы, в принципе, остаетесь здесь в плюсе. Да, вам показывает, что все уже, ну, как бы это не ваш уровень, давайте дальше уже двигайтесь. Покажи, что после развилки. У вас материальный канал хорошо открывается достаточно. Но как будто то ли не в этой стране, то ли что-то еще. Может быть, покупка, там, я не знаю, квартиры где-то, еще что-то. Вот у вас, знаете, как будто дом не в этой стране или не в этом городе, но всякое может быть. Но знаете, у вас на самом деле огромный творческий материальный потенциал, но вы сами блокируете. Смотрите, мне показывает, что насколько вы сами блокируете свой потенциал. Очень сильно блокируете. И вот этими персонажами, то есть вам даже прям показывает ваш уровень, да, и уровень вот этого товарища, вот с кем у вас там что-то были, не были отношения, там, потому что вообще какой-то Содом и Гоморра. Но все равно остается, знаете, какой-то момент сожаления именно по то ли не случившейся, да, то ли по утраченной, да, близости. Почему карта страха у нас идет? Что страшно? Почему? Но тут, скорее всего, знаете, какой момент? Здесь еще вот момент, что вас все равно не выбрали, да, вот эта позиция страха, что... Но она, знаете, идет еще из позиции благодарности к ангелу-хранителю, который просто вас, собственно, уберег от вот этого семейства, там, где... Вот как морок, понимаете, как в состоянии морока вы были, как бы и не понимали действительно, что там очень сильно материальный интерес. И вот вам показывают как карту маяка, да, как завершение вообще всех проблем, как свет в конце тоннеля. Но вы, конечно, будете ждать этой встречи, безусловно. Вот как будто захотите глаза ему на что-то открыть. Но вы же далеко уже находитесь. Чем заканчивается вся эта история? Да, тут все достаточно неплохо. Эта история заканчивается тем, что вы идете по своему пути. Вот она, карта рода идет. У вас любовь, действительно, мужчина по судьбе.
Да. И вы просто как-то освобождаетесь от определенных родовых программ, понимаете, от каких-то хитрых людей. Да, тот же мужчина был нечестен по отношению к вам. Вот вам показывает, что все, тут эта история закрывается, да, все, вы разошлись. Вы при своем остаетесь. Пусть эгоистичная, пусть княгиня там и прочее, 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 но вы остаетесь при своем, и это, конечно же, прекрасно. Такая вот интересная была вторая позиция. Еще и переезд, возможно. Обретение дома, может быть, в другой стране там или что-то еще. Так, двоечка. Ну, расскажите мне, как проигрывается ваша история. Третий вариант. Я вас приветствую. Напоминаю, что тема сегодняшнего второго просмотра как, что у меня там будет после расставания, да, с данным субъектом. Сейчас саму историю прошлое, да, и там, может быть, нюансы, детали просмотрю на полной луне, а потом уже на другом оракуле поработаем на настоящем. Да, разная энергетика у оракулов. Мне очень нравится, как они в тандеме работают. Прекрасно. Такие отрезвляющие достаточно расклады психологически получаются. Ну так что, в чем ваша история заключается? Все, когда пришел, тогда и вовремя. Ну о чем здесь? Опять же, знаете, вот она карта выбора, самая ключевая, да. Видимо, здесь мужчина не делает выбор. Периодически, может быть, он как-то к вам возвращается. Не видит он вас, там, женщиной для своей жизни, но при этом видит вас каким-то определенным кармическим наказанием, которое он бы, конечно же, хотел избежать, да. То есть руководить ситуацией он не может по перевернутому мастеру, да, не является там хозяином своей жизни. Безусловно, между вами достаточно сильное притяжение, может быть, даже какие-то тайные встречи. Вот. Здесь мужчина, конечно, с одной стороны мастером себя не видит, а с другой стороны чувствует себя хозяином положения, по крайней мере, он хочет, да, быть этим хозяином положения. Вот. При этом с вами достаточно тяжело именно по той причине, что, может быть, вы либо давите, либо достаточно сильная у вас энергетика. Вот все равно, как бы там ни было, мне показывают карту освобождения, да, показывают карту расставания. Сейчас. Вполне возможно, да, что здесь мужчина находится в определенных ограничениях именно по той причине, что там либо маман, да, и ребенок от бывшей женщины, либо, соответственно, вот у нас вот такая история, что кто-то связан с определенными обстоятельствами, обязательствами. Есть женщина, оказывает влияние на мужчину. Хитрая женщина, хочу сказать, безусловно, хитрая женщина. И здесь, понимаете, от нее мужчина как-то сбегает, понимаете? Здесь мужчина как-то сбегает
от мечей, от кинжалов, от женщины, которая, говорит, как сама разрешает отношения, потому что, видимо, на стороне ему как-то проявляться по медведю намного проще и легче, нежели там в своем привычном окружении. Да? С чем связана карта выбора? Сразу здесь посмотрю, с чем связана карта выбора. Вот видите, карту развилки сразу нам показываю. Карта перекрестка. Ну вот смотрите, вы идете вот перевернутой княгиней. Вот что касается вас, на вас падает достаточно классная карта, которая говорит о том, что вы вот фактически удача, счастье и луч света в конце тоннеля для этого мужчины. Да? Поэтому он как-то и считает вас наказанием именно по той, потому что, как сказать, наказание любовью, да, что отношения не могут быть реализованы. Потому что слишком много, да, от него там хотят какие-то. Вот дома, смотрите, мне показывают хитрые лица, там женщина как-то им, собственно, управляет и манипулирует. Да. И тут вот, понимаете, проходит их отношения, да, определенную такую проверку на прочность. Плохо там все, да, дома, поэтому, значит, может, на него давят там как-то еще что-то. Карта моста с чем связано? Есть, возможно, мужчина ночами уходит из дома, или это ночами какая-то переписка, может быть, с вами, еще что-то, что вот эта позиция я на вас раскладываю, да? Тут вот эта карта, она не всегда говорит про безденежье, всякое может быть, это еще просто про отсутствие ресурсов. Там все, понимаете, ресурсы у него все, понимаете, ну, дома остается, ничего, да, то есть там вот, смотрите, опять же, еще вот мне лесу показывает, да, что хитрые люди все, собственно, денежки у нашего персонажа забирают. Да. Мужчина сам по себе неплохой. Вот как ни странно, вот в этой позиции мужчина сам по себе неплохой. Добрый может быть, щедрый. Он, кстати, может просматриваться как отец, например, да? Потому что вот эта позиция, это еще позиция беременности, или если это не отец, то он, значит, вынашивает какую-то идею, может быть, у него много идей, там, как заработать эти деньги или еще что-то, да, и его ресурсами, понимаете, пользуются, он достаточно сильно, просматривается именно по позиции силы, а мягкая сила, это, может, он добродушный даже, понимаете, в чем-то. При этом к вам у него есть определенное притяжение, да, и он чувствует у вас свою родственную душу. Вы его родственная душа. Либо вы девочка какая-то из прошлого, соответственно, женщина, я имею в виду, да, что это, вот знаете, как встреча, как на старой дрожжи определенные. Ой, что тут у нас происходит? Угу. И вот смотрите, вы совсем другая. Вот сейчас вы такая достаточно яркая, манкая, привлекательная, да? Вот, а еще эгоистичная, да, то есть себелюбивая. И он, конечно, немножко тут разбил вообще свой нос об витрину, потому что вы для него, знаете, как стеклянная некая витрина, к которой нельзя прикоснуться. Плюс он еще вот думает, а не ведьма ли эта женщина сама по себе, потому что, ну, какой-то, понимаете, вот это как к огню подойти, да, эти обжигает. Потому что он не понимает те чувства и эмоции, которые у него по отношению к вам. Да? Он чувствует себя мужчиной рядом с вами, да, при этом я, говорит, все могу. Вы же не зря него проходите именно как это женщина, которая дает счастье, радость и любовь. Вы смотрите, как он вообще тут со всех сторон вообще уверен, что в женщина с оккультными способностями. И при этом, знаете, как он бы хотел вот именно, понимаете, с вами даже просто в обществе вашем находиться, потому что вот какое-то благородство от вас, знаете, веет, прям какой-то то ли статус, то ли вот, знаете, внутреннее спокойствие, суеты нет. Вот совсем другая энергетика. Вот, знаете, вот есть духи масс-марки, да, а есть эксклюзивный, да, селективный, то как селективный парфюм, то есть не всем доступен, там, очень драгоценное, да, что-то. При этом такая странная энергия, пугающая, даже манящая. Вот как закрытая книга, считать вас невозможно. Тайна, да, женщина-тайна. Он
говорит, от такой бежать надо, спасаться. Вот, он действительно побаивается вас человек. Он говорит, считает, что тяжело. Ага. Вот, конечно, мужчина двойные стандарты, потому что, по сути, вся грязь, которая творится, да, творится у него дома, а бежать от вас надо. Ну, вполне возможно, что у него морок там определенный, понимаете, поэтому он, конечно, хочет бежать. Мгм. Тут смотрите еще, почему ему тяжело? Потому что вы не свободны, потому что есть мужчина в вашем окружении, вот, и при этом тут скорее смотрите, какая история была. А если эта встреча, ну, была в прошлом, да, он как-то вас не оценил особо, теперь он, собственно, вас встретил, как бы обалдел, какая вы стали, да, и при этом он не ожидал, да, что будет достаточно тяжело, потому что, ну, как так, что она не свободна? Почему-то, видимо, считал, что вы всю жизнь будете его ждать или как-то так, да, что когда приду, тогда и вовремя. Тут вот, понимаете, все, и у него портал в счастье и радость закрыт. И при этом вам-то в семье вашей вполне нормально, вполне комфортно, он это видит. Ну вот что, как это? А у него нет, у него там ссоры, у него скандалы. И он не понимает, как вот можно жить, как вы, да, жить как-то чисто, по-другому, что ли. Да? И он наблюдает вообще за этим процессом все. Наблюдает, с какой целью наблюдает. Знаете, с детским интересом. Тут как-то с детским интересом, вы какое-то даже притяжение к вам очень такое интересное. У него какая-то навязчивая идея, что вы ему ребенка должны родить, а у него что-то соперник есть, понимаете? А вот ну как так? А зачем тогда тебе ребенок, если у тебя женщина в семье-то? Какое-то нехорошее предчувствие у него, да? Заманить в свои сети хочет. Вот что-то, короче, вот какая-то история опять у нас начинается по третьему варианту, непростая достаточно. Какая-то битва магов, да? Битва Дедов Морозов у нас получается. С чем связаны иллюзии? Угу. Ну, тут, видимо, такая история, знаете, что если бы вы действительно были там в статусе его жены, там, кстати, в семье не обязательно женщина как соперница может быть, а именно как мать может быть там достаточно хитрая сама по себе особа. Вот. Вот она, знаете, как будто все истории заправляет. Или мама, или бабушка. Ну вот, знаете, вот все ресурсы вот туда, понимаете, должны быть в семье все оставаться. Вот. А вы, соответственно, если как-то, не знаю, продолжаете его род или что-то еще, да, то вы просто, понимаете, он в иллюзиях пребывает. Он считает, что вы какой-то бешеный трудоголик, который будет просто пахать во благо семьи, да. То есть, видимо, он увидел вашу семейственность, может, он наблюдает за вашей личной жизнью, да, как у вас там в семье происходит. И он понимает реально, что вы трудоголик. Как же сильно-то он хочет вообще такого трудоголика в свой род. Он вот считает, что он вас заслужил. Он реально считает, что он вас заслужил. И он надеется на прекрасное будущее с вами. Интересный третий вариант. Ага, карта влюбленные на вас, да, там яркая вспышка страсти, естественно, видит он вас исключительно как своим этим князем, повелителем. Но я так хочу сказать, если у вас произошло, ну вот это расставание, оно по сути должно произойти. Потому что, видите, вам показывает, что вот эту карту освобождения идет как целительный момент, что от этого человека действительно нужно освободиться, потому что вполне возможно, что вот он мягко стелет, но жестко спать, сам по себе достаточно хитрый. Вот карта ребенка, конечно, меня смущает, но я могу так сказать, что здесь мужчина как-то молится или читает заговор именно навстречу с вами. Ему это очень прям необходимо, если вы в разлуке находитесь. Да, сердце ведь разбито у него со всех сторон. И вот у него, знаете, такая злость, что он
И вам-то хочет это сердце разбить. А вот карту ребенка я что-то понять не могу, потому что здесь, с одной стороны, если не про ребенка идет про чистоту души, а с другой стороны, он хочет ребенка как продолжение рода, понимаете? Да, да, он хочет ребенка как продолжение рода. Почему-то у него такая информация, что ваш совместный ребенок, знаете, вот как открывает денежный канал, то ли, ну, я не знаю, что это за история такая. Ну, то есть вот он, знаете, как во благо считает, чтобы эта история была во благо. Ему при этом. Поэтому, видимо, вас вот все. Сейчас, знаете, какая-то интересная распаковка вот пошла. Для кого-то действительно прям будет интересно очень. Так еще смотрите, если эта история происходит, то, ну, то есть вы беременеете от него, да? Ну, всякое может быть. Открывается определенный такой, знаете, ящик Пандоры со всеми этими, я не знаю, внутренними демонами. То есть ни в коем случае беременеть от него, по крайней мере, в этот промежуток времени, на который мы как-то просматриваем что-то еще, не надо, потому что мужчина в этом заинтересован, понимаете, заинтересован в вас как в бесконечном получении определенных ресурсов, да, для своей там системы родовой. То есть, может быть, вы из хорошей семьи, вполне, да. Вот, потому что вот у них, знаете, есть такой момент, что женщину ему выбирают, да, то есть либо он там вас выбрал, либо как-то маман, то есть там хитрые на самом деле женщины находятся в его семействе, которые говорят о том, что женщину-то нужно выбирать именно для продолжения рода. Либо с денежками, либо с ресурсами, либо умную, красивую, либо все вместе. Ладно, кажется, пьяница не совсем понимаю. Он вам завидует еще. Самое интересное, что он вам завидует. Хорошо, что произойдет у нас после освобождения, да, этого человека? Вот у нас сейчас разлука. Сейчас я эти карты уберу немножко. Вот у нас сейчас разлука, да, судя по всему, с этим человеком. Что произойдет именно с вами, да? Что вы там поймете? Сейчас я перетасую, что вам не играли, да, вижу я все. Что играл тот человек, что у него свои, конечно, мотивы на это все. Сейчас, подождите, я перетасую колоду. Тут, девочки, смотрите, еще показывает, что есть определенный некий такой морок, который заключается в том, что это якобы ваше желание подарить ему ребенка. Вы хотите от него ребенка по третьему варианту. Вполне возможно, что это некое внушение идет. Что будет, когда вы уйдете, да? Что с ним будет, когда вы уйдете, когда он понял, что вы ушли, все уже окончательно. Он в это не поверит. Да. Он просто подумает, что вы ушли на время, да? Просто затаились. Если вы уйдете, он будет возвращаться. Это 100%, что он будет возвращаться. Но у него же свои интересы. С какой целью будешь возвращаться? Ждет, да? Может, подбухивает, ждет, да? Но здесь, на самом деле, башня, я могу сказать, что это не как стабильность, а именно как эмоциональный фон, когда все разрушено, все поломано. Очень злой. Очень злой именно по той причине, что... Ну и вообще хочу в этом оракуле трактовать как прямую позицию, но тут прочитаю как перевернутую, да, потому что именно в цвет нам показывает, что власти над вами у него нет, он бесится, он психует, он там бухает, непонятно. Да, власти нет над женщиной. Вы как будете себя чувствовать, если это расставание произойдет? А вы себя будете чувствовать победительницей, да, что вы выиграли этот бой, по сути, потому что это не что иное, как какой-то, знаете, бокс уже происходит, что между вами. Да, что, о, еще и карты летят у меня. Да, да.
Тут смотрите, девчоночка моя, тут, видимо, еще какой-то абьюзер сам по себе был. То ли самооценку понижал, то есть вот эти отношения с ним, они привели именно к вот этому плохому, негативному самонастрою, да. Вот, и может быть вы считали, что вы не можете уже выйти из этой замкнутой системы, а вам показывает, что это только в головушке вот это все, понимаете? Что там как-то вам не везет, вас там сглазили, еще что-то. Все в головушке происходит, все у вас хорошо. Он прям показывает, знаете, что вы победителем выходите из этой ситуации. Всем за разом, знаете, ваша кармическая метла, все прилетит по заслугам, абсолютно, потому что вот эта прям позиция прекрасна, она нивелирует весь негатив, который был в ваш адрес, да, потому что вы сама по себе-то нормальная женщина, по-честному, да, свет в конце тоннеля появляется у вас, да, и новая любовь. Ой, тут все хорошо, тут новая любовь, понимаете? Здесь именно как обновление. Он показывает, что не на нем вообще одном свет клином сошелся. Вот у тебя выбор есть, дорогая моя. Вот у тебя удача, иди туда, в ту сторону. Вот у тебя любовь, вот у тебя амбиции твои. Все, что надо, все у тебя будет, потому что у тебя очень мощные ангелы-хранители. Все. Вот на этой прекрасной ноте буду заканчивать расклад. Так что, если вы созрели, да, если вы понимаете, что там что-то не то уже в ваших отношениях, поймите, что тут надо обновляться, да, надо идти в новое. С вами была я, ваша нейроведьма. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о следующих раскладах на моем канале.